9 самых дорогих монет США для обращения, редкие пенни и центы, American Coins Rare. Всем привет, вы на канале Kent Channel TV, с вами Илья. Hello everyone, you are on the Kent Channel TV, Илья is with you. Сегодняшний выпуск посвящен теме американских монет. Именно монеты США так часто попадают в руки туристов, собирателей и даже серьезных коллекционеров. Это неудивительно, ведь доллар до сих пор остается мировой валютой. А значит, все монеты, которые чеканят монетные дворы Америки, их довольно немало, монеты огромными тиражами выпускаются в Филадельфии, Сан-Франциско, в Денвере, в Вест-Пойнте. Могут попасться и к вам в руки. Самый первый монетный двор Соединенных Штатов Америки был создан в 1792 году. Тогда штатов было всего 13, и президентом остался Джордж Вашингтон. Именно благодаря большому разнообразию американских монет сегодня практически каждый имеет возможность пересмотреть свои старые монеты из разных поездок или покупок за границей и попытаться отыскать реально дорогие, ценные и редкие монеты этой страны. А надо сказать, я подобрал для выпуска сразу 9 разных монет, стоимость которых сотни и сотни зеленых долларов. Друзья, если вы покупаете и продаете не только монеты, но и украшения из монет, то порекомендую раздел «Дукаты» на Виолете. Здесь большой выбор уникальных предметов для коллекционирования из монет. Легендарные маниста, ювелирные украшения из старинных серебряных монет – все это на популярной площадке Виолете, где покупать и продавать это просто, все ссылочки в описании. Так давайте же рассмотрим эти монеты для обращения и узнаем, почему они стоят денег и сколько же за них платят нумизматы. Начать я решил с довольно простой монеты по стоимости, но крайне интересной для истории нумизматики США. И именно благодаря этой монетке появились ее редкие разновидности. Итак, в 1942 году в связи с военными трудностями и желанием уменьшить затраты меди и олова на само производство монет, было принято решение изготавливать новые центы из стальной сердцевины и покрывать их цинком. Тем самым на свет появился первый и единственный в своем роде стальной цент, без примеси меди. Это удивительно тем, что все монеты США чеканились исключительно с примесью красного металла, даже золотые. Стальные центы чеканили только в 1943 году, именно массово. После их стали изымать из обращения, и такие монеты сегодня уже довольно нечастый экземпляр. Стоимость на сегодня такой монеты, даже в хорошем состоянии, это 350-500 рублей, порядка 7 долларов. Монеты отличного состояния стоят уже тысячи и тысячи рублей. И все же это значительно больше, чем любой другой цент 20 века. Но, как это обычно бывает, монетные двора чеканят монеты из сырья, иначе никак. В связи с чем, если это сырье остается, то выпускают небольшое количество монет. Так произошло и с центами. Их стали изготавливать и в 1944 году. Эти монеты абсолютно ничем не отличаются от монет 1943 года, только дата разделяет их. Однако их тираж слишком мал, а спрос на такие редкие монеты крайне высок. Поэтому последний пример стального цента 1944 года на eBay был продан в апреле месяце. Та монетка набрала 17 ставок и ушла за 73 тысячи рублей или 1025 долларов США, что очень приличная стоимость за стальную монету. Но и обратная ситуация была с центом США 1943 года. В этом году небольшую партию монет изготовили из бронзы. Ключевое отличие таких монет в том, что они стандартного красноватого оттенка и не магнитны. Благодаря этому такие монеты очень хорошо ценятся и считаются редкостью. Так на eBay в июне месяце такой экземпляр был продан за 1025 долларов или 73 тысячи рублей. Всего 3 ставки было. Но монеты США не просто имеют такие редкие разновидности.
Существуют различные браки монет или такие особенности выпуска. Так существует немало монет без обозначения монетного двора. Например, 1 цент 1944 года. Линкольн остался без буквы под датой, и благодаря этому монету на eBay купили с одной ставки за $1000. Это 71 тысяча рублей. Подобная ситуация происходила и с более ранними монетами Америки. Так, 1 цент 1922 года в довольно неплохом состоянии и даже в слабе с оценкой состояния, но без буквы D под датой, считается редкой разновидностью. Именно поэтому он был продан за $1433 на eBay, приблизительно за 102 тысячи рублей. Надо отметить, что и обычные монеты этих лет стоят денег, конечно же, если они в хорошем состоянии. Но из-за такой маленькой детали, как буква, обозначающая монетный двор, стоимость взлетает в разы. Есть среди монет Америки и очевидные браки. Как, например, двойной удар. Перед нами цент Линкольна 1955 года. Монета в хорошем состоянии, и со стороны номинала она ничем не выделяется. Но портретная сторона имеет сильный расфокус, как бы сказали в кино. Надписи и даже дата цифрами раздвоены, имеют двойной удар или двойной штамп. Редкая и дорогая монета с такой особенностью была продана за $1405. Это около 100 тысяч рублей на тот момент. One Dime или монета 10 центов 1982 года. Также имеет редкую разновидность и заключается она в том, что на монете нет обозначения монетного двора. Такие браки монет крайне хорошо стоят, особенно в отличном состоянии. Так, монета в высоком грейде была продана за $375 США, это 26 тысяч рублей. Многие коллекционеры собирают юбилейные монеты Америки. Так уж сложилось, что выпускается их очень много, и они по факту выходят для обращения, а не просто для нумизматов. Поэтому не случайно, что возникают различные перепутки и браки монет. Так случилось с одним квотером. Монета номиналом 25 центов была отчеканена на более мелкой заготовке от номинала 5 центов в 1999 году. По монете видно, что ей не хватает места для размещения всего рисунка. При этом монета в хорошей сохранности, и после 21 ставки она была продана за $360 США. Это 25 тысяч рублей. Существуют и старинные, крупные серебряные монеты Америки. Самый популярный из них это доллар Моргана. Прекрасная монета 1889 года. Но она не является редкой. Чеканили их огромными тиражами, часть потом даже вовсе переплавили и продавали уже в слитках как металл. Но большая часть монеты все же попала в обращение. Да вот некоторые из них с особенностями. Так, $1 1889 года имеет отметку монетного двора две большие буквы S. Карсон-Сити. Это крайне редкий штамп, и такие монеты найти даже в среднем состоянии вряд ли получится, если, конечно же, не перебрать их сотни. Но один такой экземпляр был найден, и благодаря отметке в две буквы S ажиотаж на монету был серьезным. На eBay она была продана после 43 ставок за $899 США. При том, что обычно эта монетка стоит в районе 35 баксов. Таким образом, теперь каждый может пересмотреть свои монеты Америки и попытаться найти эти 9 самых дорогих монет для обращения. Конечно, среди американских монет еще очень много редких и дорогих. Их мы будем искать и изучать в следующих видео. А пока вы можете смело поддержать меня и поставить лайк этому видео. Написать свой комментарий, что вы думаете по этим монетам и будете ли пытаться найти такие. Хочется порекомендовать и поискать редкие монеты Евросоюза, про которые я уже рассказывал на канале. Поэтому ищите и находите стоящие монеты. Не забывайте подписаться на канал. Так вы можете всегда под рукой иметь онлайн-каталог самых дорогих монет мира, в особенности России. Именно для этого и нужен канал. А у меня на этом все. Всем удачи и всем пока.